Альберт Эйнштейн родился в одном 18 апреля 1879 в Ульме, небольшом городке в Германии. С самых ранних лет он проявлял любопытство ко всему окружающему. Его родители, Герман и Паулина, были еврейскими эмигрантами из Польши. Семья вскоре переехала в Мюнхен, где отец и дядя открыли успешный бизнес по производству электрического оборудования. Однако именно в этом городе Альберт столкнулся с трудностями. В школе его не понимали, а учителя считали его незаурядным мальчиком с неясным будущим. Несмотря на трудности, юный Альберт не сдавался. В возрасте 5 лет он уже изучал азы математики. Его любовь к науке пробудила семья. Мать привела его в музыкальную школу, где он начал изучать скрипку. Музыка стала его другом, помогая справляться с трудностями. Эйнштейн быстро осваивал игру на инструменте, что также развивало его творческое мышление. Однако в школе его пренебрегали, и он чувствовал себя изолированным. В возрасте 13 лет Альберт был вынужден покинуть Мюнхен из-за конфликта с учителями. Его семья переехала в Италию, а он остался в Швейцарии, где учился в гимназии. Здесь он встретил единомышленников, которые вдохновили его на дальнейшее изучение науки. Он был особенно очарован физикой и математикой, что в дальнейшем стало основой его гениальных идей. В гимназии Эйнштейн начал читать работы известных ученых, таких как Исаак Ньютон и Джеймс Клерк Максвелл, что способствовало формированию его научного мышления. Однако в старших классах его академическая карьера снова столкнулась с трудностями. Альберт проявлял неуважение к авторитетам и часто спорил с преподавателями. В конечном итоге он провалил экзамены, что стало шоком для его семьи. Несмотря на неудачу, он не остановился. В 1896 Эйнштейн сдал экзамены в Политехнический институт в Цюрихе, где его жизнь кардинально изменилась. Он познакомился с людьми, которые разделяли его страсть к науке, и это стало отправной точкой его карьеры. Альберт Эйнштейн превратился из простого мальчика в одного из величайших умов 20 века благодаря своему упорству и любви к знаниям. Однако в его жизни были и другие темные моменты, которые могли изменить его судьбу. Тайны, связанные с его связями, постепенно начинали проявляться. Эти связи не всегда были простыми и понятными. Вскоре мы узнаем, как его детство связано с более широкими политическими интригами и какие тайные связи могли повлиять на его будущее. В начале 20 века Альберт Эйнштейн стал не только выдающимся ученым, но и фигурой, с которой стремились наладить контакт различные политические силы. Его научные идеи привлекали внимание даже тех, кто обитает в тенях политического мира. В это время Германия переживала бурные изменения, и на горизонте уже маячила Первая мировая война. Но кто бы мог подумать, что за гениальным физиком может скрываться не просто исследователь, а человек, чьи связи с правительством могли бы вызвать много вопросов? В 1910-е годы Эйнштейн уже был известен своими трудами в области теоретической физики, но его отношения с правительством Германии оставались загадочными. В это время он активно участвует в научных конференциях и общественных обсуждениях, где обсуждаются вопросы, касающиеся войны и мира. Многие ученые, в том числе Эйнштейн, были обеспокоены растущей милитаризацией в стране. Интересно, что он поддерживал идеи пацифизма, что вызывало недовольство среди военных кругов. Однако параллельно с этим существует и другая сторона его жизни. В начале 20 века у Эйнштейна складываются связи с немецкими властями, которые, казалось бы, были вовсе не случайными. В период, когда он работал в патентном бюро в Берне, его идеи стали интересовать не только ученых, но и представителей власти. Одним из таких контактов стал Герман Вейль, известный математик, который имел связь с правительственными структурами. Их дружба могла оказать серьезное влияние на Эйнштейна и его карьеру. Параллельно с этим Эйнштейн был активно вовлечен в борьбу за права евреев. Его имя стало связано с несколькими протестами против антисемитизма и военной цензуры. С этой целью он использовал свои связи, чтобы донести до властей идеи о необходимости мира и справедливости. Однако это не всегда было безопасно. В те времена антисемитизм только набирал силу, и Эйнштейну приходилось быть осторожным в своих высказываниях. Примечательно, что именно в это время его научные исследования стали служить идеологической основой для некоторых правительственных программ. Он был приглашен участвовать в различных научных и правительственных комитетах, что еще больше подчеркивало его влияние. В такие моменты становилось сложно отделить его научные достижения от политических маневров, которые происходили вокруг него. Некоторые исследователи даже предполагают, что его труды по теории относительности привлекли внимание к вопросам, касающимся военной стратегии. Но настоящим прорывом стали его связи с разведывательными службами. В это время Эйнштейн начинает получать предложения от различных стран, включая Соединенные Штаты. Узнав о его репутации, они надеялись использовать его знания в своих интересах. В частности, его исследования в области атомной физики стали интересовать правительственные чиновники, и это поднимало новые вопросы о том, в чьих руках могли оказаться его идеи. Сложные политические интриги, в которые оказался вовлечен Эйнштейн, лишь подогревали интерес к его личности. Он становился не только великим ученым, но и фигурами, вокруг которой вращались политические страсти.
А в тенях политики уже начинали формироваться планы, которые могли изменить ход истории. Как эти тайные связи могли повлиять на его научные достижения и мировую политическую арену, станет очередным захватывающим вопросом, который мы раскроем в последующих главах. В годы Первой мировой войны Альберт Эйнштейн оказался в центре напряженной политической обстановки, и его личная жизнь переплелась с военными событиями, которые потрясли мир. В это время он уже был известным физиком, но мало кто знал о его настоящем влиянии на происходящие события. Хотя многие ученые искали способы остановить войну, Эйнштейн активно выступал за мир и пацифизм, что не всегда вызывало одобрение у военных кругов. Когда началась война в 1914 году, многие ученые оказались под давлением своих правительств. Некоторые из них были призваны в армию, но Эйнштейн, будучи на тот момент уже в зрелом возрасте, не подвергался этому риску. Вместо этого он продолжал работать над своими научными исследованиями, но при этом его идеи стали предметом интереса для различных политических групп. В это время он активно общался с представителями как местных, так и международных научных сообществ, обсуждая последствия военных действий и их влияние на будущее науки. Параллельно с этим Эйнштейн принял решение поддерживать свои пацифистские взгляды, что часто ставило его на противоречивую позицию. Он подписал несколько открытых писем, призывающих к миру, и выступал на конференциях, где высказывал свои опасения по поводу милитаризации общества. Эти действия привлекли внимание как сторонников пацифизма, так и противников, что, безусловно, добавляло ему популярности, но и накладывало дополнительные риски. Тем не менее, в это время его научная работа не оставалась в тени. Эйнштейн продолжал развивать свои идеи в области теории относительности, и его труды начали привлекать внимание не только ученых, но и военных. Многие могли бы предположить, что его исследования могут быть использованы в военных целях, что поднимало вопросы о его истинных намерениях. Исследования Альберта не только были научным прорывом, но также стали потенциальным интересом для правительств, желавших использовать их в своих целях. В это время Эйнштейн также начал сближаться с различными политическими фигурами, которые могли помочь ему продвинуть свои идеи. Его близость к таким людям, как Герман Вейле, теперь казалась более чем случайной. С одной стороны, они обсуждали научные вопросы, с другой затрагивали более серьезные темы, касающиеся войны и мира. Эта связь могла быть использована для манипуляции взглядами и идеями Эйнштейна, что добавляло загадочности его личности. Не менее значимыми стали и его выступления на международных конференциях. Например, он принимал участие в собраниях, где собирались ученые, обсуждающие последствия войны, и его голос часто звучал за необходимость избегать насилия и искать мирные пути решения конфликтов. Это делало его фигуру все более заметной в научном и политическом мире, и его идеи могли быть использованы как для пропаганды мира, так и для поддержки тех, кто желал продолжать войну. Однако связи Эйнштейна с разными политическими группами стали настоящей загадкой. Его интерес к правам человека и его активизм вызывали множество вопросов о его настоящем месте в обществе. Мог ли он быть не только ученым, но и тайным агентом, использующим свои знания в своих интересах? Ответы на эти вопросы порой оказывались не столь простыми, как казалось на первый взгляд. В это время Эйнштейн оказался в сложной ситуации, когда научные идеи и политические амбиции переплетались, заставляя задуматься о том, какова была его настоящая роль в это бурное время. Эти события и их последствия стали основой для дальнейших размышлений о том, каким образом Альберт Эйнштейн влиял на происходящее вокруг. Вскоре мы увидим, как его личная жизнь и отношения с людьми, которые были рядом, могли стать ключом к пониманию его истинного влияния на мир в это время. В личной жизни Альберта Эйнштейна было множество тайн, которые не всегда соответствовали его публичному имиджу гения. В начале 20 века, когда он уже стал известным физиком, его сердце было занято женщиной, имя которой было не так широко известно, как его собственное. Милява Миля Марич, с которой он встретился в Политехническом институте в Цюрихе, оказалась важной фигурой в его жизни. Их отношения начались, когда Эйнштейн был молодым студентом, и вскоре они стали неразлучными. Милява не только разделяла его интересы в науке, но и вдохновляла его на новые идеи. Однако их любовь не была безоблачной. Милява переживала свою собственную борьбу за признание в мире науки. В то время как Эйнштейн становился все более известным, она сталкивалась с ограничениями, наложенными на женщин в академической среде. Их отношения были полны страсти, но также и напряжения, когда оба стремились реализовать свои амбиции. В 1901 году, после того, как Эйнштейн получил должность в Берне, он и Милява поженились. Однако с этим браком пришли и трудности. К сожалению, недовольство и профессиональные разногласия стали причиной их разногласий. В 1905 году у них родился сын, Ханс Альберт, но это не помогло улучшить их отношения. Эйнштейн погружался в свою научную работу, в то время как Милява испытывала растущее недовольство из-за его отсутствия. Вскоре после этого их брак начал трещать по швам, и в 1915 году они расстались. Развод стал для обоих настоящим испытанием, и в это время Эйнштейн начал встречаться с другой женщиной, Эльзой Левин.
Эльза была кузиной Эйнштейна, и их отношения развивались быстро. Она понимала его занятость и поддерживала его карьеру, что стало важным фактором в их союзе. В 1916 году Эйнштейн женится на Эльзе, и эта связь положила конец его одиночеству. Однако, даже будучи с Эльзой, он не мог забыть о Милява. Оба брака Эйнштейна были полны противоречий и непростых решений. Параллельно с личными трудностями его научная карьера продолжала развиваться. Эйнштейн все больше вовлекался в политические и социальные движения, что, безусловно, влияло на его личную жизнь. Его пацифистские взгляды ставили его в затруднительное положение, особенно с учетом нарастающих военных конфликтов и политических интересов. В это время он продолжал работать над своими теоретическими исследованиями, однако его отношения и личные переживания становились все более сложными. Эти аспекты его жизни, от одной любви к другой, отражали внутреннюю борьбу ученого, который стремился сохранить баланс между личной и профессиональной жизнью. В конечном итоге Эйнштейн не просто стал известным физиком, но и фигурой, чьи личные отношения были неотъемлемой частью его истории. Эти связи становились все более запутанными, и вскоре мы увидим, как его дружба с военными и политическими фигурами могла повлиять на его научные идеи и карьеры. Вопрос, кто же был Эйнштейн, гений или человек, использующий свои связи для собственных интересов, становился все более актуальным. Неопределенность вокруг Альберта Эйнштейна росла, особенно когда речь шла о его дружбе с военными. На протяжении своего жизненного пути он завел множество контактов с представителями различных военных кругов, что вызывало множество вопросов. Эта связь не была случайной, ведь именно в начале 20 века его научные идеи начали привлекать внимание как ученых, так и политиков. Эйнштейн умело маневрировал между этими двумя мирами, что делало его фигуру особенно загадочной. Эйнштейн часто встречался с высокопоставленными военными, участниками научных конференций, где обсуждали использование его теорий для военных нужд. Его работы по теории относительности предоставляли новые возможности для научного прогресса, и некоторые военные начали рассматривать их как потенциальные инструменты в конфликте. В 1915 году, когда разразилась Первая мировая война, Эйнштейн оставался одним из немногих ученых, кто открыто выступал против милитаризации. Несмотря на это, его имя продолжало ассоциироваться с военными идеями, что вызывало противоречивые чувства. Наряду с этим Эйнштейн продолжал поддерживать связи с различными политическими фигурами, включая тех, кто занимал высокие должности в армии. Например, его дружба с Германом Вейлем, математиком, имевшим отношение с военными, оставалась на слуху. Их взаимодействие часто касалось не только науки, но и вопросов, связанных с военными действиями. Эти разговоры порой становились шокирующими, и Эйнштейн, проявляя свои пацифистские взгляды, пытался донести до своих друзей военных необходимость мира. Специфика этих отношений была такова, что Эйнштейн оказывался в центре политических интриг. Его научные идеи не только служили основой для новых открытий, но и могли быть использованы для создания оружия. Военные интересовались его работами и предложили ему сотрудничество. Но именно в это время Эйнштейн стоял на своем. Он не хотел, чтобы его открытия использовались для разрушительных целей. Его пацифизм и борьба за мир становились все более актуальными. Несмотря на эти опасения, Эйнштейн не мог полностью отказаться от военных контактов. Отношения с высокопоставленными военными могли оказаться полезными в его научной карьере. Он понимал важность этих связей, но его внутренние противоречия становились все более ощутимыми. Тем не менее, он продолжал оставаться активным участником научной и политической жизни. Интерес к его работам не проходил, и в этом контексте его дружба с военными оставалась важной частью его биографии. Эти связи также открывали перед ним новые горизонты. Когда он работал над вопросами атомной физики, его дружба с разными фигурами в военной среде становилась все более значимой. Эйнштейн начал осознавать, что его идеи могут быть использованы не только для научного прогресса, но и в военных целях, что повышало его статус в глазах властей. Параллельно с этим его пацифистские идеи продолжали привлекать внимание, и он остался в числе тех, кто боролся за мир. Однако вопросы о том, кто же был Эйнштейн, просто друг или потенциальный шпион, оставались открытыми. Его связи с военными и политическими фигурами иногда вызывали подозрения и спекуляции. Этот парадокс стал одной из ключевых тем в его биографии, заставляя задуматься о том, как его личные и профессиональные связи могли влиять на его научные идеи. Вскоре выяснится, как эти дружеские отношения с военными повлияют на его карьеру и личные идеалы. В годы, когда Альберт Эйнштейн становился известным ученым, его научные идеи начали пересекаться с миром шпионов и политических интриг. Этот пересеченный путь вызывал множество вопросов о его истинных намерениях и мотивах. Например, в 1915 году, когда разразилась Первая мировая война, Эйнштейн и его теории относительности привлекали внимание не только ученых, но и различных правительств. Его работы, посвященные энергии и материи, начали рассматриваться как потенциальные инструменты для военных нужд. Во время войны многие страны искали возможности использовать научные достижения для усиления своих позиций.
Эйнштейн, будучи пацифистом, не только выступал против милитаризации, но и продолжал активно работать над своими проектами. Однако его дружба с высокопоставленными военными начала вызывать подозрения. Он взаимодействовал с военными, такими как Герман Вейль, обсуждая не только научные вопросы, но и возможные применения своих идей. Эта связь стала ключевой в понимании того, как его научные достижения могли быть использованы в интересах государства. С одной стороны, его идеи о теории относительности предлагали новые подходы к пониманию физики. С другой стороны, они могли быть использованы для разработки новых видов оружия. Интерес к его трудам возрастал, и вскоре Эйнштейн столкнулся с предложениями о сотрудничестве от различных властей, включая Соединенные Штаты. Его репутация стала настолько значимой, что политические круги начали посягать на его научные открытия, надеясь использовать их в своих интересах. Эйнштейн находился в сложной ситуации. Он не желал, чтобы его открытия использовались для разрушительных целей, но осознавал, что его связь с военными и правительственными структурами может открыть новые горизонты для его карьеры. В это время он продолжал активную работу, участвуя в научных конференциях и обсуждениях, где его идеи встречали как поддержку, так и критику. Его пацифистские взгляды становились все более заметными, однако это не помешало его имени оказаться в ряде слухов о возможном шпионском сотрудничестве. В 1917 году Эйнштейн получил приглашение участвовать в международной конференции в Соединенных Штатах, что стало важным шагом в его карьере. Это событие также подогревало интерес к его личности и к его научным работам, которые, несмотря на пацифизм, могли быть интерпретированы как обладающие военной ценностью. Его связи с военными и правительственными структурами становились не просто дружбой, а настоящей сетью влияния, которая могла оказать влияние на его дальнейшую жизнь. К его открытым письмам о мире и против милитаризации, которые он подписывал в это время, придавали все большее значение. Однако его связи с военными оставались важным аспектом его биографии. Эйнштейн понимал, что его идеи могут быть использованы не только для мирного разрешения конфликтов, но и в военных целях, что постоянно ставило его в затруднительное положение. Эта двусмысленность превращалась в настоящую загадку, которая заключалась в том, как его научные идеи пересекались со шпионскими замыслами. Несмотря на свои пацифистские взгляды, Эйнштейн не мог полностью дистанцироваться от военных кругов. Его работы становились все более значимыми в контексте мировой политики, и это поднимало вопросы о том, какова была его настоящая роль в это время. Все эти события создавали атмосферу напряженности, в которой Эйнштейн продолжал двигаться вперед, разрабатывая свои идеи и учась маневрировать между двумя мирами – миром науки и миром политики. Со временем его труды стали основой нового взгляда на физику, но также вызывали недоумение, был ли он просто ученым или же играл роль в более сложной игре, вовлекая себя в политические интриги, которые могли изменить ход истории. По мере того, как Альберт Эйнштейн становился все более заметной фигурой в научном мире, его связи с Советским Союзом начали принимать интересные обороты. В начале 20-х годов, когда Россия переживала изменения после Октябрьской революции, научное сообщество было в поисках новых идей и технологий, способных укрепить молодое советское государство. Эйнштейн, обладая выдающимися знаниями и репутацией, стал объектом внимания со стороны советских ученых и государственных структур. В 1921 году Эйнштейн посетил Советский Союз, что стало знаковым событием. Во время своего визита он встретился с рядом русских ученых, включая таких великих умов, как Павел Черенков и Сергей Вавилов. Эти встречи были не просто научными дискуссиями, но и возможностями для обсуждения сотрудничества в области физики и математики. В это время Эйнштейн активно делился своими идеями о теории относительности и квантовой механике, которые стали основой для дальнейших исследований в Советском Союзе. Учитывая его пацифистские взгляды и стремление к миру, Эйнштейн также активно обсуждал вопросы о том, как наука может способствовать прогрессу и развитию, избегая милитаризации. Научные круги в Советском Союзе, которому требовались новые технологии для развития, были готовы принять его идеи. К тому же Эйнштейн стал одним из первых западных ученых, кто публично поддержал новую советскую власть, что вызвало интерес и уважение среди ученых и политиков. Однако, несмотря на положительный настрой, его связи с Советами вызывали и опасения. Западные страны, особенно Соединенные Штаты, начали настороженно относиться к его взаимодействию с советскими властями. Слухи о его возможных шпионских намерениях начали появляться в прессе, несмотря на его открытое неприятие любой формы насилия и милитаризации. Эйнштейн понимал, что его имя может быть использовано в политических играх, и поэтому старался аккуратно маневрировать между научными интересами и политическими реалиями. Тем не менее, его дружба с советскими учеными была искренней. Он поддерживал переписку с некоторыми из них, продолжая обмениваться идеями и результатами исследований. Эта связь открывала новые горизонты для обеих сторон. Для советских ученых Эйнштейн стал символом научного прогресса, человека, который мог помочь им продвинуться вперед в условиях ограниченных ресурсов.
В 1923 году Эйнштейн снова посетил Советский Союз, где его встречали как национального героя. Он участвовал в научных конференциях и обсуждениях, где делился своими взглядами на будущее науки и образования. Это время стало знаковым не только для него, но и для всего научного сообщества в Советском Союзе, которое искало поддержки и вдохновения у международных гениев. Эти контакты продолжали развиваться, и в дальнейшем Эйнштейн также занимал активную позицию в вопросах сотрудничества между учеными России и Запада. Его идеи о единстве науки и человечества, о необходимости общих усилий в борьбе за мир находили отклик как в России, так и за ее пределами. Однако подводные камни оставались. Многие западные политики рассматривали Эйнштейна как потенциального агента влияния, который мог бы использовать свои знания и связи для продвижения советской идеологии. Несмотря на это, его связи с советским научным сообществом стали важной частью его биографии. Эйнштейн продолжал оставаться активным участником научной жизни, становясь мостом между двумя мирами – капиталистическим Западом и социалистическим Востоком. Эти отношения не только обогатили его личный опыт, но и стали частью более широкой политической игры, результаты которой повлияли на научное сообщество на десятилетия вперед. Как его взаимодействие с Советским Союзом повлияло на его дальнейшую карьеру и научные идеи, станет отдельным и увлекательным вопросом, который мы раскроем в следующих главах. Альберт Эйнштейн оказал значительное влияние на политику и на ядерные технологии в 20 веке. Его работы в области теоретической физики привлекали внимание не только ученых, но и политиков, стремящихся использовать его идеи для своих целей. В частности, после подписания Манхэттенского проекта, когда Соединенные Штаты начали разрабатывать атомное оружие, имя Эйнштейна стало неотъемлемой частью дискуссий о ядерной физике. В 1940 году, когда грозила угроза нацистской Германии, Эйнштейн, будучи убежденным пацифистом, подписал открытое письмо, адресованное президенту Франклину Делано Рузвельту. Это письмо призывало к разработке атомного оружия, чтобы предотвратить потенциальное использование ядерных технологий нацистами. Эйнштейн понимал, что его научные идеи могут быть инструментом как в мирных, так и в военных целях. Это решение стало важной вехой в его биографии, так как много лет он выступал против милитаризма. Параллельно с этим его связи с различными правительственными структурами продолжали нарастать. Эйнштейн не только взаимодействовал с американскими властями, но и поддерживал контакт с учеными и политиками из Европы. Его работы были в центре внимания, и многие страны стремились завоевать его расположение. Связи с правительствами стали сложной сетью, через которую Эйнштейн мог передавать свои идеи и получать поддержку для своих проектов. В 1942 году Эйнштейн был приглашен в рамках американского научного сообщества, и это сотрудничество открыло новые горизонты для его исследований. В его окружении находились высокопрофильные ученые, такие как Джей Роберт Оппенгеймер, который возглавлял Манхэттенский проект. Эти встречи позволили Эйнштейну обсуждать свои идеи и делиться своими взглядами на будущее ядерной физики. Он стал частью важной научной дискуссии, и его мнение стало весомым. Тем не менее, Эйнштейн сохранял свои пацифистские взгляды. Он понимал, что технологии, которые он помогал развивать, могли быть использованы для разрушения. Именно поэтому после окончания Второй мировой войны он стал активно выступать против ядерного вооружения. Научные идеи, которые он пропагандировал, были теперь под угрозой превращения в орудие массового уничтожения. Эта двусмысленность его роли в ядерной физике и его пацифистские взгляды создавали сложную картину. В послевоенные годы Эйнштейн стал одним из первых, кто осознал необходимость контроля над ядерными технологиями. Он активно выступал на международных форумах, призывая к мирному использованию ядерной энергии и к международному сотрудничеству. Его идеи о мире и о положительном влиянии науки на человечество стали важными в контексте холодной войны, когда страх перед ядерным конфликтом стал реальным. Тем не менее, вокруг Эйнштейна продолжали существовать слухи о его возможных связях с разведывательными службами. Некоторые исследователи даже выдвигали предположение о том, что он мог быть шпионом, использовавшим свои научные связи для передачи информации. Эти слухи не были основательными, но они подчеркивали сложность его образа как ученого и активиста. Его дружба с различными политическими фигурами и учеными стала объектом обсуждений и спекуляций. Эти связи, как и его научные достижения, формировали его уникальное наследие. Эйнштейн стал не только символом научного прогресса, но и представителем тех, кто борется за мир в условиях политических конфликтов. Его имя продолжало ассоциироваться как с прорывами в физике, так и с вопросами о будущем человечества. Вскоре мы узнаем, как эти аспекты его жизни и работы повлияли на его наследие и на восприятие его фигуры в историческом контексте. Альберт Эйнштейн оказал значительное влияние на политику и на ядерные технологии в 20 веке. Его работы в области теоретической физики привлекали внимание не только ученых, но и политиков, стремящихся использовать его идеи для своих целей. В частности, после подписания Манхэттенского проекта, когда Соединенные Штаты начали разрабатывать атомное оружие, имя Эйнштейна стало неотъемлемой частью дискуссий о ядерной физике.
В 1940 году, когда грозила угроза нацистской Германии, Эйнштейн, будучи убежденным пацифистом, подписал открытое письмо, адресованное президенту Франклину Делано Рузвельту. Это письмо призывало к разработке атомного оружия, чтобы предотвратить потенциальное использование ядерных технологий нацистами. Эйнштейн понимал, что его научные идеи могут быть инструментом как в мирных, так и в военных целях. Это решение стало важной вехой в его биографии, так как много лет он выступал против милитаризма. Параллельно с этим его связи с различными правительственными структурами продолжали нарастать. Эйнштейн не только взаимодействовал с американскими властями, но и поддерживал контакт с учеными и политиками из Европы. Его работы были в центре внимания, и многие страны стремились завоевать его расположение. Связи с правительствами стали сложной сетью, через которую Эйнштейн мог передавать свои идеи и получать поддержку для своих проектов. В 1942 году Эйнштейн был приглашен в рамках американского научного сообщества, и это сотрудничество открыло новые горизонты для его исследований. В его окружении находились высокопрофильные ученые, такие как Джей Роберт Оппенгеймер, который возглавлял Манхэттенский проект. Эти встречи позволили Эйнштейну обсуждать свои идеи и делиться своими взглядами на будущее ядерной физики. Он стал частью важной научной дискуссии, и его мнение стало весомым. Тем не менее, Эйнштейн сохранял свои пацифистские взгляды. Он понимал, что технологии, которые он помогал развивать, могли быть использованы для разрушения. Именно поэтому после окончания Второй мировой войны он стал активно выступать против ядерного вооружения. Научные идеи, которые он пропагандировал, были теперь под угрозой превращения в орудие массового уничтожения. Эта двусмысленность его роли в ядерной физике и его пацифистские взгляды создавали сложную картину. В послевоенные годы Эйнштейн стал одним из первых, кто осознал необходимость контроля над ядерными технологиями. Он активно выступал на международных форумах, призывая к мирному использованию ядерной энергии и к международному сотрудничеству. Его идеи о мире и о положительном влиянии науки на человечество стали важными в контексте холодной войны, когда страх перед ядерным конфликтом стал реальным. Тем не менее, вокруг Эйнштейна продолжали существовать слухи о его возможных связях с разведывательными службами. Некоторые исследователи даже выдвигали предположение о том, что он мог быть шпионом, использовавшим свои научные связи для передачи информации. Эти слухи не были основательными, но они подчеркивали сложность его образа как ученого и активиста. Его дружба с различными политическими фигурами и учеными стала объектом обсуждений и спекуляций. Эти связи, как и его научные достижения, формировали его уникальное наследие. Эйнштейн стал не только символом научного прогресса, но и представителем тех, кто борется за мир в условиях политических конфликтов. Его имя продолжало ассоциироваться как с прорывами в физике, так и с вопросами о будущем человечества. Альберт Эйнштейн оставил после себя наследие, которое вызывает споры и обсуждения до сих пор. Его научные достижения в области физики являются основой современного понимания природы, но наряду с этим существует множество вопросов о его связях с политическими и военными структурами. Эйнштейн, ставший символом научного прогресса, также оказался в центре исторических событий, которые определили судьбы целых стран. После окончания Второй мировой войны Эйнштейн стал одним из первых ученых, кто заговорил о необходимости контроля над ядерными технологиями. Он понимал, что его открытия могут быть использованы как для мирных, так и для разрушительных целей. Эта двусмысленность в его жизни лишь добавляла загадочности его образу. С одной стороны, Эйнштейн был пацифистом, выступавшим за мир и гуманизм, с другой, его имя стало ассоциироваться с ядерным оружием и политическими интригами. В это время началась холодная война, и Эйнштейн стал активным участником дискуссий о будущем ядерной физики. Он выступал на международных форумах и конференциях, призывая к мирному сосуществованию и к совместным усилиям в борьбе с ядерным вооружением. Его идеи о необходимости мирового контроля над ядерными технологиями нашли поддержку среди многих ученых и политиков, поэтому его голос стал важным в глобальных дебатах. Однако в это же время вокруг Эйнштейна разгорелись слухи о его возможных связях с разведывательными службами. Некоторые источники выдвигали предположение, что он мог быть шпионом, использовавшим свои научные контакты для передачи информации. Эти слухи, хотя и не имели под собой оснований, подчеркивали сложность его образа как ученого и активиста. Научные достижения Эйнштейна стали важными в контексте не только науки, но и политики. Эйнштейн также активно сотрудничал с различными правительствами, включая американские власти, и поддерживал контакты с европейскими учеными. Его работы были в центре внимания, и многие страны стремились получить его поддержку для своих научных проектов. Он стал частью сложной сети контактов, через которую мог передавать идеи и получать поддержку для своих исследований. Это сотрудничество открыло новые горизонты для его работы, но также вызывало вопросы о его истинных намерениях. Несмотря на эти спекуляции, Эйнштейн продолжал оставаться верен своим пацифистским убеждениям. После войны он стал одним из первых, кто предупреждал о последствиях ядерного оружия и подчеркивал необходимость его контроля. Его активная позиция в этом вопросе стала важной частью его наследия.
Научные идеи, которые он развивал, теперь ставили под угрозу не только будущее науки, но и безопасность всего человечества. Электронные письма и документы, касающиеся его работы и сотрудничества, подтверждали его стремление к миру. Эйнштейн не мог полностью дистанцироваться от военных кругов, однако его действия показывали, что он искренне заботился о будущем человечества. Его наследие как ученого и активиста продолжает действовать как символ надежды на мирное сосуществование и как предостережение о том, как наука может быть использована в политических целях. Все эти аспекты формировали уникальное наследие Эйнштейна. Он стал не только символом научного прогресса, но и представителем тех, кто борется за мир в условиях политических конфликтов. Его имя продолжает вызывать споры и интерес, ставя под сомнение, кем же он был на самом деле – великим ученым или тайным агентом, использующим свои связи и знания в своих интересах. Вопрос о том, какова была истинная роль Эйнштейна в истории, остается открытым и будет исследоваться будущими поколениями.